Делаем снуд своими руками за полчаса и всего лишь из одного мотка из пряжи из петель Alize Puffy. Мы будем делать снуд красивым и простым узором резинка. Для первого ряда я отсчитываю 15 петель. Вы можете взять и другое количество петель, главное, чтобы оно было нечетное. Начинаю вязание с того, что беру следующую петлю, получается 16-ю, и продеваю в 15-ю, таким образом вытягивая на себя. Следующую петлю я уже буду провязывать изнаночной. Для этого беру новую петлю с рабочей нити и продеваю от себя. Ну а дальше чередую, провязываю одну петлю лицевую, одну изнаночную. Лицевые петли продеваю на себя, изнаночные от себя. Первая и последняя петля ряда всегда будет лицевая, для того чтобы сделать край снуда. Я дошла до последней петли ряда и провязываю ее лицевой. Готов первый ряд. Второй ряд я начинаю с лицевой петли, а дальше просто повторяю. Под изнаночными петлями провязываю изнаночные, под лицевыми лицевые. И такой принцип всего вязания. Вяжем мы поворотными рядами, каждый раз повторяя узор, а первая и последняя петля ряда всегда лицевая. Такой объемный и красивый узор у нас должен получаться. Он также двухсторонний, лицо и изнанка выглядят одинаково. В итоге получается такая крупная вязка. Я довязала свой моток, и такой кусочек у меня остался. По краю снуда с одной и другой стороны косичка, а всего с одного мотка у меня получилось полотно 55 см в длину, 27 см в ширину. Но его легко можно растянуть и до 60 см. Далее нам нужно соединить полотно в снуд. Для этого складываем таким образом и будем продевать открытые петли последнего ряда в петли первого ряда. Продеваем так же, как вязали изнаночные петли, от себя, чтобы вытянуть петли наизнанку. Когда продеваете, следите, чтобы лицевые и изнаночные петли краев совпадали, чтобы не испортить рисунок. Также, когда продеваете петли, хорошенько их вытягивайте. Нам нужно так продеть все 15 петель. После чего все петли продеты, мы выворачиваем снуд и закрываем их. Для этого берем первую петлю и продеваем в нее вторую петлю. Затем следующую петлю в ту, которая осталась. Таким образом, продевая одну петлю в другую, закрываем все петли. После чего мы закрыли петли, мы отрезаем рабочую нить, оставляя одну петлю. Затем ее разрезаем, чтобы остался кончик, и выводим кончик в оставшуюся открытую петлю. Затем кончик продеваем через несколько петель и прячем вязание, а потом зашиваем. Такой аккуратный шов получается, а на лицевой стороне соединение почти не видно. Такой красивый снуд в один оборот получился у меня, который сможет сделать каждый для себя или в подарок. Давайте примерять. По желанию вы можете взять больше пряжи и сделать снуд в 2 оборота. Снуд получился красивый и очень приятный на ощупь, делается очень просто и только своими руками. Сделайте такой же.